Здравствуйте, друзья! Миллиардеры готовятся к апокалипсису. И снова Хаукола. Каждый день я узнаю что-то новое и стремлюсь делиться этим с вами. Ссылка на статью в описании. IT-миллиардеры Калифорнии почему-то решили не строить бункеры-дома. В последние месяцы они начали покупать себе убежище в Новой Зеландии, чтобы, если что, пересидеть худший сценарий. Причем это стало таким трендом, что новозеландское правительство хочет запретить иностранцам постройку у себя таких постапокалиптических домов. Только за последние пару месяцев несколько гигантских 150-тонных бункеров для выживальщиков были переправлены через Тихий океан из Техаса к побережью Новой Зеландии. Там их установили в секретных локациях на глубине 5 метров. Об этом рассказывает Гэри Линч, глава компании Rising S, отвечавший за их изготовление. Всего в этом году 7 миллиардеров из Кремниевой долины заказали у Rising S производство и установку таких бункеров. Причем Rising S не единственная компания в Штатах, предоставляющая эти услуги. Идея в том, чтобы при первых признаках апокалипсиса, ядерной войны, убийственного вируса, восстания искусственного интеллекта или революции народных масс быстро вскочить на частный самолет и вылететь прямиком в убежище. Кстати, вопрос, а что будет с пилотом, который их туда доставит? Отдать его на съедение жукам-инопланетянам? Новая Зеландия никому не угрожает, объясняет Линч в одном из интервью. Она ни для кого не враг. Это не цель для ядерного удара, там вряд ли будет война. Это место, куда люди со всего мира побегут искать пристанище. Островок безопасности. Спокойная страна с 800 миллионами жителей и 30 миллионов овец, прекрасными пейзажами и политиками, которые ездят на работу на велосипедах. Стала одним из любимых мест среди богатых американских гиков. Темп жизни там совсем не похож на Сан-Франциско. Даже обычные айтишники в последние годы все чаще туда отправляются, создавая инкубаторы стартапов и радуясь тому, что стоимость аренды там в несколько раз ниже. Географическая изоляция, когда-то считавшаяся большой проблемой Новой Зеландии, вдруг стала ее главным преимуществом. До последнего времени страна позволяла иммигрантам, по сути, покупать гражданство через инвесторские визы. Ввел в страну 6,7 миллиона за 3 года, и можно спокойно там жить. Для богатых американцев это проще простого. Достаточно купить в стране хороший дом, открыть небольшой стартап или опять же вырыть себе бункер. За последний год таким образом в Новую Зеландию переехало 17 интернет-богачей. Ситуация обострилась после победы Трампа на выборах. До этого перманентный вид на жительство в стране обычно получало только 5-6 инвесторов за год. Когда стало известно, что Трамп будет президентом США, число посещений иммиграционного сайта Новой Зеландии выросло в 24 раза. Хотя в Канаду все равно хотело эмигрировать больше. Так что там даже сайт повалили. Но только самые богатые и только с западного побережья притворяют свою безумную идею в жизнь. У миллиардера и основателя хедж-фонда Джулиана Робертсона теперь есть многокилометровая усадьба над горным озером Уакатипу. Глава финансовых корпораций Билл Фолли владеет ранчо на востоке страны. А директор «Аватара» и «Титаника» Джеймс Кэмерон взял себе поместье у озера Пунуй. Большой скандал недавно навлек на себя Питер Тиль, миллиардер и сооснователь PayPal. Ему дали гражданство после того, как он пробыл в стране всего лишь 12 дней. В парламенте начали звучать дискуссии на тему «Наш паспорт не бумажка на продажу». У Тиля поместье на 193 гектара возле озера у города Ванака с видом на заснеженные горы. После получения гражданства он также купил дом в Куинстауне, оборудованный специальной безопасной комнатой. В августе, чтобы прекратить захват американцами всей лучшей земли и недвижимости, правительство Новой Зеландии ввело закон, полностью запрещающий иностранцам покупку домов. Ограничение должно вступить в силу в ближайшие месяцы. Инвестировать в экономику страны
Открывая новые фирмы, по-прежнему можно, но жить придется в чем-то арендованном, так что убежище себе на века не построить. Бывший премьер-министр страны Джон Ки объясняет: если вы настолько предусмотрительны, что хотите иметь план на случай Армагеддона, понятно, что вы будете искать самое отдаленное место и самую спокойную среду. Если вы загуглите эти параметры, вам так и выдаст: Новая Зеландия. Это последняя остановка на пути в Антарктиду. Я встречал много людей, которые говорили мне, что хотели бы получить у нас недвижимость на случай, если мир скатится в пекло. Но мы не хотим с этим ассоциироваться. Бывший премьер-министр добавляет: это факт. У некоторых людей просто огромное состояние. И когда ты так богат, да еще и начитался научной фантастики, выделение каких-то миллионов на план «Б» не такая сумасшедшая идея, как кажется. На 3 последних званых ужинах среди богачей Кремниевой долины обсуждались возможности перелета в Новую Зеландию, если случится беда. Так рассказывают присутствовавшие там гости, пожелавшие остаться анонимными. Недавно на вечеринке известный венчурный капиталист рассказал собравшимся о своем плане побега. В гараже его дома в Сан-Франциско есть сумка с винтовками, свисающая с руля мотоцикла. Он забежит, вскочит на мотоцикл. Тот позволит ему маневрировать среди толпы, спасающейся от бедствия. Он быстро доберется до готового частного самолета. А если какие-то зомби встанут у него на пути, тем пуля в лоб. На самолете он отправится к определенной посадочной полосе в штате Невада. Там в ангаре он и его 4 соратника-миллиардера будут во временной безопасности. А дальше длительный перелет к бункеру в Новой Зеландии, подальше от конца света. Похожую историю в 2016 году поведал Сэм Альтман, президент инкубатора стартапов iCombinator. По его словам, он планировал лететь в Новую Зеландию вместе с тем же Питером Тилем в случае пандемии. Правда, теперь Альтман отнекивается и говорит, что он шутил. Мир сейчас так глубоко объединен, что если что-то случится, это затронет всех нас, к сожалению. Не думаю, что можно просто спрятаться где-то на краю Земли. Но Альтман до сих пор убежден, что биологическая атака – главная угроза нашей цивилизации. И что люди не так сильно этого боятся, как должны были бы. У него под кроватью всегда запакована сумка с оружием, антибиотиками, водой, одеялом, палаткой и противогазами. Роберт Висино, основатель компании Vivos Project, строящий гигантские подземные бункеры, говорит, что элиты Кремниевой долины предметно обсуждали планы побега в Новую Зеландию на предыдущем Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Они предвидят революцию, при которой общество пойдет за богачами из 1%, то есть за ними. По мнению Висино, Новая Зеландия не лучшее решение при апокалипсисе. Цунами, вызванный метеоритом, упавшим в Тихий океан, может накрыть острова даже в самой высокой точке. Но он в первую очередь бизнесмен, и спрос рождает предложение. Сейчас его компания строит огромнейший бункер на севере Южного острова, способный вместить 300 людей, причем с относительным комфортом. Цена $35 тысяч с человека. Мало какой королевский номер в отеле стоит такую же сумму. Но все же это супервыгодное предложение, особенно в сравнении со стоимостью частного бункера от Rising S. Гэри Линч только за конструкцию своих непробиваемых убежищ берет по $8 миллионов. А ведь их потом еще нужно отправлять в Новую Зеландию и собирать там на месте. Последние 2 бункера на 92 квадратных метров, сделанные в этом году, пришлось делить на секции и размещать на 19 фурах, чтобы вывезти из Техаса. Один бункер поплыл в город Пиктон на севере страны. Оттуда его перевезли в секретное место неподалеку от тихого поселка на западном побережье. Второй бункер прибыл в гавань Окленда, и его переправили вглубь, закопав среди холмов. На выкапывание земли, сборку и погружение бункера уходит 2 недели. Все это делается в режиме строгой секретности,
так что местные даже не подозревают, что у них появился сосед-выживальщик. Через месяц после установки прохожие с парой метров не могут понять, что рядом с ними что-то есть. Не видно ничего, даже двери. Что это, идиотизм или логичный план? Если бы у вас был миллиард, выбрали бы Новую Зеландию? Или есть варианты получше? Напишите в комментариях. Спасибо за просмотр, дорогие мои. С вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео. А еще буду рад, если подпишетесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока, ребятки.